Всем привет, друзья мои! Сегодня я хочу поделиться с вами очередным рецептом из своего детства. Недавно я выпустил видео про карамельные сухарики. Будем говорить так, там куча просмотров, взорвал интернет. Вот. Очень много комментариев. Многие люди благодарят меня за этот рецепт, многие вспоминают свое детство. Детство в стране, которой уже нет. Раньше была такая страна СССР. И вот я как бы родом оттуда. И у нас в семьях много ходило разных интересных рецептов, в том числе и смаколиков, таких детских. Но хочу сказать, что вот в некоторых комментариях там писали, что ну конечно, вам не позавидуешь, вы там с голоду пухли. Нет. Это все брехня, это все политика, которая хочет нагрузить вот эту хрень людям в голову. В те времена у нас холодильники ломились от еды. Да, на прилавках, может, не было там 200 сортов сыра. Их было 5, но это были качественные, без химии сыры, а не то, что их сейчас 200, сплошная химия. Вот. И смаколики, конфет у нас было полно. Ананас, Геркулес, это Мишки Шишкина, рачки, батончики, коровки. Кстати, эти же все конфеты сейчас лежат и на наших прилавках. С одной только разницей. Раньше они делались из качественного сырья, а сейчас из какого-то гамна, каких-то заменителей Е и так далее, Б, Д. Вот. А те рецепты, о которых рассказываю я, они все равно делались в семьях, потому что передавались из поколения в поколение, и они радовали нам душу. Вот как одна женщина в комментарии написала: а мы бегали, брали хлеб, водой мочили, в сахар и ели. После того, как я прочитал этот комментарий, вы знаете, я вспомнил опять свое детство, я намочил хлеб сахаром и съел. Но не потому, что не могу себе позволить что-то купить, а потому что это было мое детство. И в общем, сейчас я хочу приготовить еще один такой рецепт из своего детства, когда мы могли себе многое позволить. Кстати, насчет позволить. Раньше пенсионер мог себе позволить не только забить холодильник, он мог позволить отдыхать себе в Гаграх, в Сочах. Ну, в общем, много чего мог себе позволить на свою пенсию. Я, допустим, на свою пенсию половину того, что я назвал, не могу себе позволить. То есть это смех и грех. Вот. Для того, чтобы себе все позволить, наверное, надо просто добраться, стать депутатом, добраться до государственного корыта и потом тогда уже позволить себе все. Ну, а пока что можем. Кстати, если тогда эти рецепты мы делали ради развлечения, то, наверное, именно сейчас мы делаем потому что не хватает денег купить какие-то там сраных конфет. Той же самой коровки. На свою пенсию. Вот. Итак, значит, смаколики. Что я сейчас сделаю, вы как догадаетесь в процессе. А сейчас начнем производство. Итак, первое это сахар. Дальше добавляем сюда воду. Чего и сколько я напишу в комментариях, как обычно. И лимонная кислота. Она нужна для того, чтобы наш сахар не закристаллизировался. И начинаем делать нашу карамель. В принципе, начинаем мы все делать так же, как делали и при карамельных сухариках. За небольшим исключением, о котором я расскажу потом. Кстати, возвращаясь к теме, когда в комментариях пишут, что нам там есть нечего было, и мы там последний сухарь с сахаром доедали. Между прочим, если вот взять торты, смотрите, пражский, киевский, медовик, Наполеон и многие другие. То есть это лучшее, что можно было придумать в кондитерке с тортов. Это было все придумано во времена СССР. Так что нам есть хватало что. И главное, что все это было всем доступно. А сейчас делается то же самое, под теми же названиями.
Но смотришь, химии там, мама не говорит. А здесь же, это чистейшие продукты. Никакой химии. Вот чем это все. Чем рецепты эти ценны. Что мы этими смаколоками, когда угощаем своих внуков и детей, мы их не травим. В отличие от тех смаколок, которые мы покупаем в магазинах. Там действительно столько беды, что мама, не горюй. Итак, кристаллы сахара у нас растворились. Кнопа, не мешай, брысь отсюда. Это моя собачка тут бегает, чихает. Выпрашивает у меня, что покушать. Сухой корм иди ешь. Итак, кристаллы сахара растворились. Ну, ждем, пока теперь появится карамельный цвет. Но сюда мы сейчас добавляем ванильный сахар. Добавляем корицу. И продолжаем. Так. В принципе, у кого какие вкусы. Кто-то, кому не нравится корица, может не добавлять. Кому не нравится ваниль, можете не добавлять. Здесь все в ваших руках, все зависит от вашей фантазии. Так, наша карамель уже загустевает, становится такого приятного коричневого карамельного цвета. Вот, еще немножко, и она будет готова. И тогда мы продолжим. А вкуснота будет неимоверная. Если вы повторите, сделаете дома, поверьте, вы порадуете не только свою детвору, но и себя. Потому что такого в магазине вы не купите. Сейчас прогресс не стоит на месте, и все как бы двигается. Я бы никогда не сказал, что в старые времена телефон, который ты набираешь, звонишь. Сейчас по телефону можно разговаривать, видите, видео снимать. Вот. И надеюсь, что когда-нибудь будут такие камеры, которые будут передавать запах. Потому что сейчас вот запах здесь стоит неимоверный. Запах ванили, корицы. То есть я уже стою и у меня слюнки уже бегут. Запах неимоверный. Видите, как она уже такая густая уже. Итак, видите, какая получилась у нас карамель. Вот такого коричневого приятного цвета. Она не должна перегореть. Мы уже ее выключили. И теперь добавляем сюда щепотку соли для балансу вкусового. Сливочное масло. Все это перемешиваем. Итак, карамель готова. Теперь берем следующий ингредиент, то, ради чего мы здесь собрались. Это в нашем случае грецкий орех. Использовать орех можно любой. Все, и перемешиваем. Кому какой нравится. В данном случае я беру грецкий. У меня есть друзья, которые меня угощают грецким орехом. У меня грецких орехов полно. И перемешиваем так, чтобы каждый кусочек ореха был в карамели. Все, орех мы карамелью пропитали.
в карамели обваляли. И теперь выкладываем его на пергаментную бумагу. Орехи выложили мы на пергаментную бумагу, и теперь пусть они высыхают и доходят до нужной кондиции. Итак, друзья мои, смаколики из моего детства. Грецкий орех в лазурной карамели готов. Вот, гляньте, как он шуршит, а? Красотища, вкуснотища, а запах невероятный. Знаете, попробуйте. Но если сделаете, то попробуйте. Вкус корицы. Небольшая кислинка. Нежно-масляный вкус. Такого в магазине вы просто не купите. И поэтому завтра, нет, уже сегодня, бегите на базар, покупайте орехи и делайте. Вы просто не пожалеете. Невероятный вкус. Всем пока. До новых встреч. Крепкого вам всем здоровья и мирного неба над головой. И до новых вкусных рецептов на нашем канале.